Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас ненавидит? Такой довольно непростой сегодня расклад у нас будет, да? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Опять же, смотрите, буду рассказывать с разных ракурсов, потому что это общий расклад, потому что среди вас есть как свободные товарищи, да, то есть разведенные, так и мужчины, которые сейчас находятся в отношениях. Но те, кто находится в отношениях сейчас, я вам сразу могу сказать, что это глубоко токсичные отношения, особенно если это семья. Я обращаюсь сейчас, сначала, да, в первую очередь обращаюсь к тем, кто пытается сберечь семью любыми путями. Здесь стоят, конечно же, на первом месте дети. Здесь стоят какие-то еще материальные ценности, да. И ради этого вы в каком-то смысле готовы терпеть все. Вот эта карта, знаете, она мне так нравится, когда показывает, как женщина манипулирует, управляет мужчиной. Вот в прямом смысле слова вами женщина помыкает, да, вот сидит сверху у вас на шее и помыкает, командует, манипулирует, управляет. Толку из этих отношений не будет. Вы сейчас, вот знаете, как слепой котенок. С одной стороны, и хочется уйти, хочется это все уже к чертям послать, да, грубо говоря. Но с другой стороны, и это вас держит, да. У каждого это свои какие-то моменты. Но очень большая вероятность, да, у многих, что вас держат в первую очередь, конечно же, дети, а потом уже материальное и все остальное. Потому что дети для вас это все. Те же, кто разошелся, да, в принципе, здесь ситуация была, в чем-то схожая. Вы прошли в своей жизни такие отношения, которые, я бы даже с трудом назвала и отношениями, потому что женщина вами точно так управляла, да, она указывала, что делать, она могла унижать, могла оскорблять. То есть это человек, который, особенно, это имеется в виду в конце отношений. Да, в начале, конечно же, там розовые очки, вроде бы любовь-морковь была. Но потом это все настолько сошло на нет, вот это, казалось бы, любовь, да, куда же она подевалась? Хотя вы семьянин, вы всегда были, есть и будете, но настолько такой вот вы семейный человек, да, вот я даже не удивлюсь, если вы не изменяли ни разу. Вот, ребят, напишите, давайте посмотрим, как много вас, кто ни разу не изменил, пока вы были в отношениях, либо же там в семье жили, да. Ну, только по-честному, ребят. Давайте просто вот хочу так маленький соцопрос сделать. Как много вас, которые верны. Потому что почему-то, вот знаете, мне даже вот обидно за вас. В обществе почему-то считается, что это мужчины изменяют, да? А казалось бы, а с кем они изменяют? Сами с собой или с кем? Ну, женщинами же, наверное, да? Но почему-то речь идет постоянно, акцент вот именно на мужчин, вот такие-сякие, плохие, изменщики, да? Вот напишите, ребят, только по чесноку давайте, вот кто вообще не изменял. Погнали дальше, смотрите. Какой-то период у вас был, либо же у кого-то сейчас, да, проходит такой период, вот вы, знаете, как будто не знаете, вот куда идти. Вот это первая карта у нас, да, семерка жезлов, она очень хорошо показывает, что вот вы как будто через тернии какие-то пробираетесь, и вы не знаете вот после всего, что произошло в вашей жизни, как двигаться дальше, что делать дальше. Сюда можно отнести отсутствие мотивации. Это какая-то неопределенность в жизни, когда ты не знаешь, куда двигаться. Причем здесь двигаешься ты сам, у тебя особо нет поддержки, потому что ты никому не расскажешь про свои какие-то проблемы, правда ведь? Потому что с детства вас воспитали. Ты мальчик, ты не должен плакать, там, либо же ты мужчина, ты сильный, да? И это еще с пеленок прививается мальчикам, да? То есть, это такое маленькое отступление, да, вот вы, я знаю, вы любите психологические отступления, у нас такие всегда психологическое таро. Я считаю это неправильно, потому что, с пеленок
наших мальчишек учат, что вот ты должен в себе подавлять чувства, эмоции, желания, да, потому что ты сильный, ты не должен плакать. И я же считаю, это неправильно в корне просто. Потому что мужчина точно такой человек, да, как и женщина. Мы все люди, мы все имеем эмоции. Мы иногда хочется поплакать, иногда хочется посмеяться, да, хочется выговориться. Но мужчины, почему вот часто у мужчин инфаркт, инсульты? Да потому что вы в себе все держите, потому что вы не делитесь, как правило, ни с кем, вы все проблемы решаете, ну, либо же сами с собой в голове, в душе, да, вот размышляете, переживаете, а потом откуда берутся все эти болячки, да? Поэтому вот вы сейчас, возможно, либо прошли этот этап, как, ну реально вот у меня идет как слепой котенок, да, ассоциация, вот не знаете, куда двигаться, либо смысл потерян, могла даже быть потеря работы, потеря семьи, у кого-то еще проиграется потеря здоровья, потому что это все, да, вот потеря семьи, это все выливается в потерю здоровья, потому что вы любили, вы вкладывались, вы, ну, я не знаю, там до последней клеточки вкладывались в эти отношения. И когда ты это все теряешь, ну, это как маленькая смерть. Естественно, это стресс, это неврозы, это состояние, когда ты понимаешь, что чуть ли не крыша начинает уезжать. Поэтому я вам скажу, что вот легкой вашу жизнь, ну, никак не назовешь. Но вот почему-то, знаете, вот такое ощущение, что как будто это за что-то вот идет наказание. Вот за что только наказание? Давайте посмотрим. Мне прям интересно, потому что, ну, с одной стороны, я понимаю, что вы человек светлый. Вы-то светлый. В принципе, я не вижу, чтобы вы по жизни там, ну, что-то такое плохое делали. За что идет наказание? Давайте смотреть. Ага. Смотрите, где собака зарыта. Вот как интересно. Смотрите, это наказание идет от ваших предков. Это такая обраточка. Вот почему говорят, что не грешите, потому что ваши дети и внуки будут расплачиваться. Это еще идет от ваших там бабушек, прабабушек. Она когда-то встречалась с женатым мужчиной. Ну, по крайней мере, не свободным. И эта женщина сделала магическую обратку, ну там знаете, как это называется, там до 7-го колена, там, да, то есть это какие-то проклятия, это магическая работа, причем очень сильная, которая идет, возможно, даже у кого-то проиграется, вот у вас из поколения в поколение, что, допустим, плохо живут родители, там, братья, сестры. Это не обязательно, что они расходятся. Они могут жить вместе, но они как живут, как кошка с собакой, допустим. Либо же это длительные периоды одиночества, когда невозможно устроить личную жизнь, да? То есть у кого как проиграется. Вы, вот знаете, такое ощущение, что вы на себя взяли как будто всю самую мощь вот этого проклятия. Вот именно вы почему-то вот начали, ну, отработку этой ситуации. То есть вы несете ответственность за грехи ваших бабушек, либо же прабабушек. Понимаете? Вот отсюда вот и ваши башни, отсюда ваши сложные отношения вот с женщинами. Это все переплетается. Это настолько на таком серьезном сложном уровне, ребят, что ну это реально, это нужно только либо же на личных раскладах разбираться в каждом индивидуальном случае. Но я вам сейчас в общем рассказала. Вы несете отработку. Вот знаете, как будто вот наказание, но за чужие грехи, за грехи ваших предков. Печалька, конечно. Давайте будем смотреть теперь ближе к нашему раскладу, кто же пришел к нам на расклад, да, и кто вас ненавидит все-таки. Такой сегодня у нас темный расклад. Ух ты, смотрите. Ну, к нам сегодня на расклад пришла женщина, которая когда-то, возможно, имела на вас виды, да? Ну, эта ситуация, я сейчас банальный пример приведу. Ну, пусть возьмем коллега, соседка, кто угодно. То есть женщина, с которой вы пересекаетесь, но которая положила на вас глаз в
в свое время. Но вы-то на нее глаз не положили. Понимаете, в чем проблема? Эта женщина обозлилась на вас. Вот она хотела с вами отношений, либо же романа. Среди вас есть такие, которые могут догадываться, кто это, да? Может быть, кому вы отказали. Это может быть даже, кстати, ситуация, когда вы, ну, один раз там прыгнули в коечку с ней, да, покувыркались, ну, чисто так, в каких-то спортивных интересах, да? В период, когда вам просто было плохо, когда вам было одиноко, это даже такая, знаете, вынужденная измена могла быть, потому что в семье все не ладится, в семье, вы понимаете, уже толку не будет. То есть такая ситуация тоже может быть. У кого-то была измена, у кого-то не было. Ну, в любом случае получается, что вы как бы сами, не хотя этого, бортанули когда-то эту женщину. Она на вас обозлилась. Она настолько, вот знаете, я не скажу, что, может быть, даже и проклятие кто-то сыпал в ваш адрес. Ну, она, помимо того, что стала ненавидеть вас, вот как мужчину, причем это лютая ненависть. Это распускание сплетней. Это даже могут быть, возможно, даже у кого-то из вас были после этого конфликты. Но конфликты по какой-то другой причине с этой женщиной, да? Ну вот, к примеру, да, возьмем, ну, чтобы было понятно, да, допустим, там эта соседка, влюбленная в вас, да, которую вы когда-то не заметили, либо же там бортанули как-то. Она могла к вам прицепиться, допустим, вот ты там ноги не вытер, когда зашел в подъезд, и ты натоптал, нанес грязи, да? И теперь весь подъезд грязный, пошло-поехало, крики, скандалы, да? Ну, это такой самый банальный пример я привела. То есть с этой женщиной, возможен, даже был конфликт. Она вот свою злость, свою какую-то вот ненависть, внутреннюю такую неприязнь за то, что вы не захотели с ней быть, она постоянно как-то пытается вымещать, особенно когда видит вас. Это могут быть какие-то колкие взгляды, да, вот если вы подумаете, я думаю, вы все-таки поймете, кто это. Это может быть такое недовольное выражение лица, когда вы встречаетесь, да, вот она вас видит, и как будто она, ну, знаете, как будто лимон съела. Она может скривиться, она может как-то губки надуть. Простите, она может как-то, вот знаете, ну, грубо ответить. Ну, то есть женщина, которая не получила своего, она очень сильно злится на вас. Я, кстати, даже не исключаю, что она может магически вот на вас какие-то гадости насылать, потому что очень часто женщины обозленные, они прибегают, к сожалению, к магии. Но это практика, это статистика. Эта женщина может делать на одиночество, эта женщина может делать на все что угодно. Но, как правило, это делается на одиночество по типу «не доставайся, что никому не достался мне, значит, ты не достанешься никому». Поэтому, ребят, если у кого-то есть реально проблемы вот в жизни, да, с женщинами по здоровью, какая-то черная полоса, да, если вы хотите узнать, есть ли на вас все-таки этот негатив, и тем более, если вы хотите его снять, поставить защиту, то всегда к вашим услугам добро пожаловать, телефон под видео, записывайтесь. Смотрите, эта женщина вообще, я вам скажу, что она даже источает какую-то негативную энергетику. Вот если вы даже так в своей памяти пока пошитесь немножечко, да, вы можете ее вспомнить, потому что она даже вот какая-то неприятная энергетически. Она может быть внешне даже привлекательная, но вот что-то в ней отталкивает. Вот знаете, бывает, общаешься, и ты не можешь понять, что тебе неприятно в человеке. Тяжелая, черная, негативная энергетика. Плюс у вас у многих хорошо развита интуиция, поэтому вы даже почувствуете такую женщину. Может быть, даже поэтому вы с ней не захотели общаться, потому что вы просто почувствовали, что она негативная, она нехорошая, она несет в этот мир только зло. Вот она мне чем-то бабу-ягу напоминает, знаете, вот какая-то она такая, ну, стрёмная. У нее, я думаю, у нее даже друзей-приятелей нет. Мужчины от нее шарахаются, бегут как от огня, потому что вот есть реально что-то в ней, то ли ведьмовское, что-то такое, ну, неприятное, что-то отталкивающее.
Я думаю, вы еще будете пересекаться с этой женщиной, потому что где-то она поблизости обитает, да? Опять же, у кого-то по работе, у кого-то по соседству, у кого-то там может быть общая компания. Ну, то есть вы с ней будете пересекаться, я думаю, вы заметите все вот эти ее колкие взгляды, всю ее неприязнь, которая написана будет на лице. Я думаю, вы это все заметите. Просто держитесь от нее подальше. Если же даже она будет, допустим, каким-то образом пытаться с вами поскандалить, там все что угодно сделать, да. Смотрите, маленький лайфхак вам рассказываю. Ну, вообще он пригодится по жизни. Если с кем-то вы не хотите общаться, да, если вы видите, что назревает конфликт, вы мысленно ставите так между вами и этим человеком прозрачную стену. Ну, стеклянную обычно ставят. Либо же, вот, допустим, даже я лично так делаю, я человека накрываю как будто таким огромным невидимым куполом, ну, стаканом. Вот представьте, что вы человека накрыли, да, то есть со всех сторон человек закрыт вот этим вот стаканом невидимым. И тогда вот этот негатив, он остается там внутри этого такого мнимого стакана, да. Все Г остается с этим человеком, грубо говоря. Поэтому пользуйтесь, это очень так, ну, действенное, чтобы вас не пробивали никакие ведьмочки, никакие там негативные люди, потому что сейчас очень много таких людей. А вы знаете, что словом, а тем более сказанным на эмоциях, ну, можно натворить всяких бед. Вот реально, почему я говорю, когда вы злитесь, сердитесь, да, всегда фильтруйте и думайте, что вы говорите, потому что все, что мы говорим на эмоциях, в порыве гнева, это очень часто воплощается. Это какая-то магия, это мистика, это на уровне энергии происходит. Но я и на своем опыте это знаю, и на опыте других это воплощается. Поэтому, ребятушки, держимся подальше от всяких ведьм, ставим защиту невидимую, да, обращаемся на личные расклады, если кому нужно, на диагностику негатива. И всего вам самого доброго. Вот такой сегодня у нас был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!